Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, ну что у нас рынок сегодня? Так, немножко зелененький, но это не очень хороший зелененький этот рынок. Нам нужно дождаться, конечно же, заседания ФРС. Вчера мы общались с чатом GPT, он говорит, что заседание будет не 18, а 19 числа. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Значит, у нас заседание будет в четверг. Я думаю, что может быть такое, что заседание будет тем самым триггером для дальнейшего какого-то движения на этом рынке скамовозочек наших. И что? Эфириум у нас 1,4%, биток 0,3%. Держит биток в диапазоне 105 тысяч долларов. Давайте мы посмотрим биток. И, конечно же, мы зайдем издалека. А если взять поточнее, то из самого битка. Итак, биток наш держит в диапазоне 105 тысяч долларов. Мы на данный момент пока что ходим в рамках вот этого вот треугольника. Есть тут у нас такой вот треугольник. И в рамках этого треугольника мы продолжаем ходить. Буквально несколько дней. Это уже раз, два, три, четыре. Мы скорректировались. И ничего, в принципе, особо здесь не происходит. Также у нас было движение в момент, когда у нас была ссора Маска и Трампа. Теперь они уже все помирились, рынок откупили. Не, ну, в принципе, треугольник они здесь рисуют очень красивый. Очень красивый треугольничек рисуют. Посмотрим, понаблюдаем. Мало ли, может, они в рамках этого треугольника выйдут выше, чем 110 тысяч долларов по биткоину. Итак, если мы посмотрим на недельке, что у нас здесь творится на недельке? Нам нужен большой таймфрейм. Итак, на недельке у нас тоже виднеется этот треугольник. Мы видим то, что у нас MACD, в принципе, разгрузили нормально. Стохастик тоже есть небольшая разгрузка, но только 86%. Ну, RSI уже у нас, конечно же, тоже неплохо разгружен. Я думаю, что здесь они могут еще побоковить, ну, примерно хотя бы одну недельку. Полностью все это дело разгрузится. И уже будет набрана сила у битка. Нам нужен здесь боковичок. Нам нужен боковик, нам нужен здесь закреп. И только после этого боковика мы можем предполагать, что будет пробитие. Выход с данного треугольника и, конечно же, пробитие вот этой вот желтой трендовой линии, которая берет свое начало еще с 2017 года. Вот у нас 2017 год, касание было в 2021 два раза. И здесь вот тоже у нас есть 3 касания. Очень сильный тренд. Мы на пороге сильнейшего тренда стоим. Если у нас не будет пробития этой трендовой линии, то с текущих биток уйдет на медвежку. И, в принципе, за альт-сезон можно будет забыть, за хороший альт-сезон. Но если биток двинется выше, в диапазон 150 тысяч долларов, это было бы просто-напросто шикарно. Также давайте посмотрим на индикаторах, что у нас творится с биткоином. У нас был сигнал на продажу, но не было сигнала на покупку. Это у нас на дневку. На дневке, вернее. Так, на недельке. На недельке у нас был сигнал на покупку, но не было никаких сигналов на продажу. Также мы знаем прекрасно, что у нас был сигнал от хэшриббанса. Вот он, данный сигнал. Коррекция у нас уже состоялась. Можно предположить, что коррекция состоялась. Но не будем особо радоваться, потому как даже при хэшриббансе иногда коррекции были намного глубже. Ну вот здесь у нас было 30% движения. Сейчас у нас здесь после хэшриббанса, сколько у нас здесь коррекция была? 10%. Могут еще дать, конечно же, коррекцию. И биток может сходить в диапазон 96 тысяч долларов. Примерно вот сюда. Мы с вами здесь отмечали линию POC. Максимальные объемы на этой вершине. Если мы посмотрим, то максимальные объемы в диапазоне 96 тысяч долларов у нас присутствуют. Вот здесь вот. И они могут даже, конечно же, двинуть коррекцию в 96 тысяч долларов. Также не нужно забывать о 91 тысячи долларов. Здесь у нас есть небольшой гэп. В рамках этого боковика они могут, конечно же, сквизануть просто-напросто туда. Как можно глубже.
В принципе, на недельке нет никаких сигналов индикатора, а на месячном графике у нас был сигнал на покупку и все. На продажу тоже ничего у нас здесь нету. Если на 4-часовике мы посмотрим, то у нас был сигнал на покупку. Да, сигнал на покупку был и все. Ну, на покупку сигнал есть. Здесь у нас на 4-часовике и на часе. Я думаю, что локально здесь можно проторговать все это дело. Здесь можно взять биток на пробой с целью проторговки ордер-блока 108 тысяч долларов. Примерно вот так вот. Ну, на фичи, конечно же, особо не рекомендую лезть. На споте, да, но на споте нужно брать огромную просто-напросто котлету. Но цель локальная, вот так вот, 107 900 мы можем сходить. Там, например, даже в течение этой недели мы могли бы сходить бы. И тут у нас движение получается примерно сколько? Движение 2%. Вот, в принципе, вот так. Самое важное, нужно соблюдать риск money management. Итак, что у нас по поводу полихедры? Начали у нас сыпаться L2 решения некоторые. И что мы видим? Ну, просто, короче говоря, улетело, непонятно куда даже улетело. Вот. Полихедра у нас посыпалась. Команда не выдержала, они начали лить все это дело по стакану. Несмотря на то, что здесь даже присутствуют топовые инвесторы. Смотрим, Binance Labs, OKX, есть у нас здесь KuCoin. Короче говоря, инвесторов здесь достаточно. Даже Polychain Capital, Binance Labs, OKX, Animoca Brands, ну, неплохие инвесторы, но все равно это даже не спасло проект, то, что они просто-напросто все это дело слили. Торгуется он на всех биржах, на Binance. Инвестиции тут у нас нету никаких информаций. Вестинг еще есть тут. Разблокировки 600 дней, например, там 1000 дней. Ну, вот такие вот у нас дела, друзья. Да, полихедра, конечно же, слилась. Нет у меня этой полихедры. Я L2 решения такие не покупал. У меня там Arbitrum. Какие L2 решения у меня есть? Я брал в 2023 году Оптимизм. Заработал на Оптимизме более чем 2 икса. Забрал вложенные средства, оставил бесплатные монеты. Потом я залетел в Starknet на листинге. Думал, что у нас будут там какие-то движения, потому как у нас и рынок все-таки начал расти, но этого не произошло. Ну и само собой я накапливал Arbitrum в 2023 году, но я его не скинул, когда было 2 икса, и это было, конечно же, ошибка. Еще я прикупил на небольшую часть депозита L0 и ZK-Sync. Тоже на небольшую часть депозита. Ну там вообще сущие копейки. ZK-Sync и L0 я взял на сущие копейки. А вот Starknet, Arbitrum, конечно же, да, там занес я бабки хорошие, конечно, как для меня. Но они ничего пока не показывают. Дай бог, чтобы они не соскамились, эти проекты, потому как на этом рынке мы знаем прекрасно, что только скамы идут, больше ничего хорошего. Да, этот рынок сделан для того, чтобы соскамить ваш депозит. Имейте это в виду. Вот у нас в телеграм-канале, в телеграм-чате человек зашел, пишет, что у него у полихедри было большое количество бабла. Вернее, большое количество бабла. Огромная котлета, как для него, он занес и недовольный этим проектом. Ну, а стоял этот проект как укопанный, смотрите, его откупали в диапазоне 1,2 доллара и просто-напросто ничего не происходило здесь. Ну, стоял как стейблкоин. Давайте-ка мы посмотрим, что с этой полихедрой, какие там у нас хотя бы объемы, натянем сову на глобус, что тут у нас творится. Вот возьмем, допустим, до вот этого вот момента. Ну, вот у нас получается максимальные объемы в диапазоне 1 доллар. Ну и, конечно же, нужно было бы скинуть ее. 2,2 бакса давали, нужно было сбрасывать 2 икса. Ну, я не знаю, кто ее, конечно же, сбрасывал или нет. Но, по всей видимости, никто ее там уже и не сбросил. Также
Закинем. Объемы у нас здесь остаются максимальные. По всей видимости, здесь знатно распихали. Притом желтые линии, видно, свечи. Это все продажи. Это не покупки, это чисто продажи. По всей видимости, распихали данный проект, а потом решили все это дело продавить ниже. Тут у нас появились синие объемы. Это уже у нас покупки. Но я не рекомендую лезть в данный проект. Я видел уже, конечно же, люди начинают здесь откупать все это дело, заносят туда котлеты, ловят ножи. Но эта история может закончиться плачевно. Если инструмент скамится, если у него есть какие-то проблемы, то зачем туда нести деньги? Мы же не покупаем автомобиль после аварии для того, чтобы там на нем дальше кататься. Ну, если там, конечно же, незначительная была авария, там помятое крыло, но если он там в смятку разлетелся, смысл тогда его покупать. Здесь, в принципе, мы разлетелись в смятку. И я думаю, что не стоит это покупать, потому как здесь уже просадка 86%. И что мы видим по поводу таких проектов? Давайте-ка мы посмотрим, например, Луну. У меня вот есть Луна, мне ее давали за счет того, что я держал Луну 1, Луна 2.0 тоже давали. Ее даже что-то нету в списке. И давайте мы посмотрим проект Луна. Луна 2.0, закинем его тоже в список. И что у нас здесь творится? У нас уже бычка состоялась по биткоину. По биткоину бычка состоялась. И что мы видим на данном проекте? Ну, ничего интересного мы не видим. Просто-напросто ничего интересного мы здесь не видим. Укатали все это они дело знатно. И даже не собираются они ничего здесь пампить. Вот. Вот возьмем так вот полный график, да. Проект вроде бы показывал силу, рос, против битка и шел точно так же само, как и Polyhedra шла против всего рынка. Биток корректировался с декабря 2024 года, а Polyhedra росла, приманивала к себе инвесторов. Ну, хомяку, розничных инвесторов, которые покупают со стакана. Так же само, как и монетка ОМ. Вот. И мы увидели крах. Аналогичная ситуация на Луне. Биток и шел на медвежку, Луна у нас росла. И потом крах. Все. Дальше смотрим. 3 с копейками года, никаких особо здесь манипуляций не происходит. Вообще. Даже нету движения на каких-то там 7-8 долларов. Вообще. И здесь закрадывается интересный вопрос. Не на медвежке ли мы? Вот что. Здесь у нас был крах на медвежке. ZKG тоже, в принципе, крах. Мало ли, может, мы уже на медвежку ушли. Кто имеет какие-то мысли, пишите в комментариях под видео. Ушли мы на медвежку или, в принципе, не ушли мы на медвежку. Вот что. И Луна нам здесь показывает такую вот скамовскую историю. Да, конечно же, может кто-то здесь что-то прикупил. И если, конечно же, он был красавчик, успел выскочить при каких-то тут 2-3 иксов, вот здесь вот, 234% роста, то он молодец. А если не выскочил, то он просто-напросто в дальнейшем соскамил свой деп. И мы можем посмотреть то, что здесь, допустим, с момента покупки, ну, примерно средняя, да, остановилась тут у нас. Здесь падение на 92%. Если ты здесь прикупил на 1000 долларов примерно, то у тебя уже здесь вот оказывается 30 баксов. Все. Ты просто соскамил свой деп. Зачем сюда заносить деньги? Если с проектом уже какие-то истории нехорошие, то я считаю, что лучше туда уже не заносить. Ну, блин. Лучше закотлетить тогда, наверное, в BNB, поучаствовать в ланчпадах каких-то там. Раздадут монеты, дропы. Ну, все. Чем заносить сюда средства. В принципе, вот так вот. Я думаю, что не стоит. В принципе, так. Ну, это сугубо мое мнение, а ваше мнение, конечно же, туда заносить. Так, DXY. Пришли мы в наш блок, который мы с вами отмечали. Вот этот вот зеленый блок. По всей видимости, DXY здесь уже завершает свое нисходящее движение. И, ну, может быть такое, что DXY у нас
еще сделает какое-то небольшое движение вниз, допустим, да, на процентов 5 сюда опустится. Но, в принципе, особо мы ожидать это не будем, потому как, по всей видимости, DXY уже здесь, ну, завершает свое движение. Может он здесь побоковит немножко, и тогда чуть-чуть вниз. Я уже начинаю немножко заговариваться, утром просто просыпаюсь, вы пока спите, а мне нужно уже заготовить ролик. Просыпаюсь я в 5 часов утра и начинаю все это делать. Ну, DXY немножко здесь может, наверное, побоковить в боковике, ну и какой-то сквиз они еще отрисуют. Но основное движение нисходящее мы уже сделали. И давайте мы, конечно же, сравним, где мы находимся по биткоину и где DXY, потому как это важный показатель. Вот так вот мы открываем, дневка. Нам нужна дневка. В рамках мы еще или не в рамках, есть здесь какой-то слом или нет, мы с вами, в принципе, посмотрим. Так, начало у нас разворота было 7 апреля, и сейчас мы здесь находимся в этом вот в растущем тренде 70 дней. 70 дней. DXY смотрим. 70 дней. Мы, в принципе, здесь тоже разворот сделали. Возьмем вот так вот примерно 70 дней. Ну, где-то вот здесь вот, да. Вот мы 70 дней. Мы где-то здесь вот находимся. И также видно на самом DXY то, что здесь небольшое восходящее движение. Это, по всей видимости, как раз отражается на биткоине. У нас небольшая коррекция. Но здесь вот на битке как раз у нас и присутствует вот эта вот коррекция. Мы где-то находимся, по всей видимости, в вот этой вот небольшой коррекционной зоне. И DXY тоже у нас здесь вот показывает небольшое восходящее движение. По всей видимости, здесь биток у нас как раз и корректируется. Но дальше мы видим то, что у нас DXY продолжал падать. Также еще есть медвежий флаг. Вот. Ну, посмотрим, отработает ли вот это вот движение. Если 70 дней, то мы должны увидеть конкретное падение. Давайте-ка мы посмотрим еще раз. Вот сюда вот мы должны 102 дня. 102 дня от вершины до конкретного дна у нас прошло 102 дня. Если мы посмотрим на график биткоина, то мы можем тоже отметить 102 дня. Ну, давайте мы сделаем меточку. Вот так вот. Ну, пускай там не 102, может 110 дней. 102 дня. Это у нас примерно припадает на 17, даже не 17, а 18 июля. Ну, пускай плюс-минус, да, плюс-минус. Там 110 дней возьмем. Это 26 июля. И здесь поставим такую вот метку. Будет ли у нас здесь 26 июля какое-то движение на биткоине или нет? Посмотрим, понаблюдаем. Дай бог, чтобы у нас это все дело произошло. Вот мы здесь эту метку поставим, посмотрим, понаблюдаем. Будет ли у нас движение какое-то восходящее на биткоине, то если оно и будет, то мы с вами его должны увидеть где-то примерно в конце июля. Вот. Также по метрике Stock to Flow мы прекрасно знаем, что у нас завершение цикла будет примерно в начале августа. Вот. Вот здесь вот в начале августа у нас должно быть завершение цикла и... Ну, начало августа, конец сентября. А конец сентября у нас как раз припадает 520 дней после халвинга биткоина. И тогда уже нужно будет принимать решение, по всей видимости, покидать рынок. Будете ли вы покидать рынок или нет, будут какие-то результаты на портфеле или нет, это уже будет видно в будущем. А пока что придется еще сидеть немножко наблюдать. Посмотрим, понаблюдаем. Также эфир... Лонги относительно биткоина начали потихоньку набирать эти лонги. Вот. Мы, конечно же, рассматривали неоднократно данный график. Эти лонги относительно битка. И здесь у нас ситуация была другая. Не такая, как, допустим, весной 2024 года и осенью 2024 года. Лонги прикрыли. Но мы не увидели альт-сезона. Вот. Манипулятор хитер. На недельке практически все лонги закрыты. Закрытие у нас произошло на 81%, даже 82%. Но конкретное закрытие было бы, если бы мы пришли сюда в синюю линию.
На недельке красная небольшая свеча. На 4-часовике мы видим то, что здесь есть небольшое какое-то присутствует движение. Но особо мы ему поддаваться не будем, эйфории. Будет ли здесь падение или нет, мы не знаем. Конечно же, посмотрим, понаблюдаем. Это лонги эфира относительно битка. Также у нас есть лонги относительно доллара. И давайте-ка мы посмотрим относительно доллара, например. Относительно доллара. Здесь иная ситуация. Здесь мы видим то, что лонг у нас не закрывался, а еще наоборот чуть-чуть был набран. Вот. И лонги здесь стоят. Вообще даже никаких особо закрытий здесь не было. Вот у нас были начало наборов этих лонгов еще с сентября 2024 года. И мы стоим. Это относительно доллара. Вот. Лонги здесь стоят. Изменений нету. На рынке, в принципе, тоже особо нету никаких изменений. А изменений нет, потому как у нас доминация биткоина, ну, просто-напросто даже не собирается падать. Вот. Обновили мы, конечно же, хаи. Буквально вчера по доминации. Локальные хаи. У нас есть еще глобальные, 65,5%. Ну, мы пришли вот диапазон, чуть-чуть не дотянули до 65%. В принципе, вот так вот. Ожидаем. Все-таки у нас здесь присутствует отскок дохлой кошки. Перезагрузим это все дело. У нас на дневке присутствует отскок дохлой кошки. Двигаемся мы в таком вот клине. Мало ли, может уже здесь все-таки уже они... Даже здесь и не клин. Тут у нас уже начинают рисовать они целый канал, а не клин. Вот. Ну, зажимаемся мы. Мало ли, вот, где-то здесь может будет у нас разворот по доминации. Без разворота доминации мы с вами не увидим никакого альт-сезона. То, что они, конечно же, затянули, это, конечно же, не очень хорошо, потому как в прошлых циклах мы уже конкретно были здесь в альт-сезоне, в самом разгаре альт-сезона. А мы сейчас даже не пахнет этим альт-сезоном. Вот у нас, допустим, синие линии, это шаблон бары от халвинга биткоина. У нас уже здесь был альт-сезон. 19 апреля по май месяц уже был сильнейший разгар альт-сезона. Аналогичная ситуация у нас и 17 год. Буквально началось снижение с 25 декабря и здесь разгар альт-сезона был. Ну, сейчас мы этого не видим. Ну, мало ли, может быть, цикл растягивается потихоньку, растянули они цикл. Все может быть, конечно же. Но особо паниковать нужно будет, наверное, когда мы придем, ну, примерно к сентябрю месяцу, вот к вот этой вот красной линии. Если все-таки мы не увидим никаких здесь намеков на разворот доминации битка, то тогда, да, все пропало. И что будем мы делать? А что мы будем делать? Снимать трусы и бегать. Вот что мы будем делать. Больше мы ничего не сможем сделать. Нас просто-напросто в этом цикле всех обманули. В принципе, вот так вот. Такие вот движения. Посмотрим, как у нас будет на этой недельке. У нас будет заседание ФРС. Или в среду, или в четверг оно будет. Кто знает точно, пишите в комментариях под видео. Вот, в принципе, вот так вот. Ну, рынок стоит, ничего особо нету интересного. Рынок удерживает, цену биткоина удерживает в диапазоне 105 тысяч долларов. Перелаживают, видно, они бабло с альты, удерживают каким-то там событием. Ну, если у нас будет масштабная война в мире, то, наверное, все-таки альт-сезон у нас отменится. И ничего хорошего не будет. Но если не будет этой войны, то все, я думаю, что у нас будет хорошо. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.